Так называемый рецидив, он же скандальный Ислам Закиров, когда-то зачитавший рэп со строчкой, чтобы он сделал с беременной русской, приговорен к реальному сроку. Кроме этого, на днях в Сочи был задержан блогер Илья Иорданов, прославившийся тем, что подходил на улицах к русским девушкам. Задавал им непристойные и оскорбительные вопросы, снимал все это на камеру и выкладывал в интернет. Что объединяет таких людей? Об этом и поговорим в нашем выпуске. Бутырский районный суд Москвы на днях вынес приговор 18-летнему рэперу из Красноярского края. Ислам Закиров, известный под сценическим псевдонимом «Рецидив», признан виновным в разжигании вражды и унижении группы лиц по признакам пола и национальности. Впервые в истории российского правопорядка Бутырский суд Москвы приговорил к реальному сроку человека за строчки на батле. Поводом для уголовного преследования рэпера стало его выступление в ноябре прошлого года в столичном баре в проезде Якушкина. Видео с его выступлением было затем размещено в интернете. В частности, артист в ходе рэп-баттла нецензурно высказался о том, что он превентивно делает с беременной русской. Судя по всему, ответственности за свои слова он не боялся ни капли. «Я молодой киргиз, пью кумыс». На волне этого дела Versus и другие баттл-лиги скрыли все ролики со своих площадок для отсмотра, модерации и возможного удаления всего, что может попасть под уголовные статьи. Когда рэпера задержали, выяснилось, что официально он нигде не работает, в Москве не прописан, а путешествует по разным вписочным квартирам. Уже после задержания он публично раскаялся и принес извинения на камеру. «Я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом и всеми русскими женщинами». Установлено, что Закиров, имея умысел на совершение публичных действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку 18 ноября 2023 года, в одном из баров в проезде Якушкина публично огласил высказывание, содержащее призывы к насильственным действиям, негативную оценку и негативное отношение к русским. При этом в прокуратуре Москвы отметили, что Закиров заведомо знал, что видеозапись с оглашенным текстом впоследствии будет доступна неограниченному кругу лиц на одном из каналов в видеохостинге. Примечательно, что в суд на вынесение приговора рэпер явился в толстовке с надписью «Слава КПСС», где буквы «СС» выполнены руническим шрифтом. Суд приговорил артиста к году и 8 месяцам, который рецидив проведет в колонии общего режима, тот самый случай, когда сценический псевдоним станет кличкой на зоне. Что еще следует отметить? Закиров родился в Красноярском крае. То есть он всю свою недолгую жизнь прожил в России, среди русских, в русском городе. Ходил в русский детсад и русскую школу, на него получили моткапитал и прочее. А российская система образования воспитывала его в духе многонациональной дружбы народов. И как же так получилось, что россиянин Ислам Закиров в итоге дошел до ненависти к русским? Перенесемся в многонациональные Сочи. В наши дни медийные личности все реже пытаются прославиться за счет познавательного и полезного контента. Зачастую блогеры идут по протоптанной дорожке своих предшественников. Их путь – это провокации, скандалы и умение выйти за рамки приличия. Причем, как правило, создателями хайпового контента становятся переселенцы с Кавказа или постсоветских республик. Несколько дней назад ряд СМИ сообщили о появлении в Сочи блогера, который на улицах подходил к девушкам, задавал им непристойные и оскорбительные вопросы, снимал все это на камеру и выкладывал в интернет. Минувшей весной 30-летний Илья Иорданов переехал на курорт и решил сыскать популярность с помощью сальных намеков прохожим. На улицах он приставал к русским девушкам с грязными предложениями. На момент, когда в СМИ начали публиковать информацию о нем, в его аккаунте в социальных сетях было уже более 10 видео с похожим содержанием. Он подходит к девушкам на улице, мило с ними здоровается, а после пары приветственных фраз внезапно говорит какую-нибудь непристойность и снимает реакцию девушек. Примечательно, что героинь он тщательно выбирал. К кавказским женщинам или девушкам в сопровождении мужчин блогер не приближался, поскольку снимать контент с помощью одиноких девочек славянской внешности для него намного безопасней. При этом юный возраст его нисколько не смущал, многие прохожие сразу предупреждали, что еще не отметили совершеннолетие. Однако Иорданова это не останавливало. Больше издевок его радовали только свежие и щекочущие нервы реакции на них. Новая публикация в сети, и вот уже инфополе кипит от негодования. Впрочем, этот уникальный и смелый контент принес Илье многочисленную аудиторию. На его аккаунт запрещенной соцсети подписаны более 20 тысяч пользователей. Разумеется, не все комментаторы настроены дружелюбно.
Многие желают Иорданову отправиться за ленточку без какого-либо снаряжения, а еще не стесняясь рассуждают об его умственных способностях. В общем, не было ни малейших сомнений, что его задержание – лишь вопрос времени, причем ближайших дней. Так и получилось. О его задержании 22 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В Сочи полицейские задержали пранкера, который снимал оскорбительные ролики на улицах курорта, оскорблял прохожих девушек, снимал нелицеприятный разговор на видео и размещал это в социальных сетях. Обнаружив эти ролики в интернете, полицейские установили и задержали мужчину в центре Сочи. Пранкер оказал сопротивление полиции при задержании, в связи с чем он привлечен к административной ответственности. Когда пришло время отвечать за свои выходки, этот смельчак с бородкой струсил. Он так не хотел за решетку, что сначала слинял в кусты, а потом еще и оказал сопротивление при задержании. Но через пару часов Иорданов уже выдавал на камеру в отделе заученный текст о том, что все осознал и больше так не будет. Вот что он сказал. Снимал видеоролики на территории Центрального района Сочи, в которых я позволял себе непристойные шутки в адрес девушек, которые я размещал в социальных сетях. Сейчас я сознаю, что мои действия оскорбляли жителей и гостей города. Хочу искренне попросить прощения всем, кого я мог оскорбить своим непристойным поведением. Я осознаю свою ошибку и обещаю впредь больше такого не делать. Ирония в том, что ранее этим трэш-блогером уже интересовались правоохранители. Правда, тогда он отделался штрафом в 40 тысяч и без доли сомнений продолжил свою дорогу к славе. Но в этот раз оперативники копнули глубже. Оказалось, что в миру Илья оказался кондитером. Да не простым, свои изделия он декорировал символикой запрещенных в России организаций, а фотографии испеченных тортиков постил в соцсети. Так что теперь к его административке за сопротивление прибавится уголовное дело. Другой интересный случай из Казахстана. Летом этого года казахская блогерша Марал Желелова привлекла к себе большое внимание со стороны российских пользователей. Правда, слава ею была крайне дурная. Девушка с матом призывала выгонять русских из Казахстана, называла Гитлера красавчиком и клеймила солдат Красной армии. А при напоминании, что казахи также воевали с фашистами, материла и соотечественников. Таких, как Марал, в Казахстане метко называют манкуртами. Но самое интересное, что до поры до времени Желелова была безнаказанной. Она сама хвалилась этим в соцсетях. Говорила русским, пусть выкопают кости своих дедушек и бабушек и валят отсюда. В итоге на черноротую казашку обратили внимание только когда ее слава докатилась до России. Кстати, все свои перлы блогерша выдавала почему-то на русском, а не родном казахском языке. Недавно стало известно, что ее приговорили к 2 годам заключения, признав виновной в разжигании межнациональной розни. Десятки заявлений на нее было подано гражданами Казахстана, но власти отреагировали только после того, как Желелова стала звездой Рунета. Получается, для того, чтобы были приняты меры, нужно было, чтобы она как следует опозорила страну. Писали тогда в казахстанском телеграм-канале. При этом отмечается, что десятки подобных Желеловой тикток-провокаторов еще на свободе. Да и сама Марал то и дело в эфире хвалилась, нас таких много. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!